Родился у меня мальчик. Красавец прям с момента рождения. Как все дети, наверное. Умненький, любознательный, но слишком. Все было интересно, даже то, чего не надо. Один раз меня спрашивает, в первом классе, наверное: мама, что такое расторжение брака? Это он, значит, залез в шкаф, в котором я далеко-далеко запрятала документ о расторжении брака. Как туда можно было залезть, я не знаю. С другой стороны, у нас была одна комната в коммунальной квартире, поэтому как бы небольшая проблема. Ему надо было все посмотреть, потрогать, пощупать, попробовать. Он у меня и рисованием занимался, и боксом занимался, и все равно его любознательность перешла все границы. Маму зовут Галя. Галина Алексеевна. Папа работал водителем. Сергей Федорович. Мама бухгалтером. На самом деле такая болезненная история. Потому что родители между собой не ладили. Папа периодически пил. Я его боялся. Были моменты, так сказать, каких-то затишей. Походы в парк белок кормили. Я помню, они прям с рук орехи ели. Поездки на рыбалку. Первые попытки покататься за рулем. Было энергии куча. Что-то хотелось делать, творить, гулять. Мы ездили на водохранилище, на рыбалку на несколько дней, на машинах. И все нормально было. Ловили рыбу как-то, природа, рыба. Нету ссор как-то, между родителями. Все спокойно. Как-то все это вместе, конечно, оставили воспоминания. Но сейчас уже это практически не всплывает. Очень редко, к сожалению. Да боялся, наверное, в основном дома это ссор родителей. Папа боялся пьяного. Обратила внимание впервые на него, как, наверное, личность в первом классе. На каких-то соревнованиях мы были. Пришла наша учительница. И все мамы кинулись, конечно, к ней спрашивать, а как мой, а как моя. Я стояла в сторонке. И она о каждом рассказывала, а потом говорит: вы знаете, у нас самый умненький мальчик в классе – это Алеша. Рассудительный, очень какой-то не по-детски умный мальчик. Работаю я в реабилитации для наркоманов и алкоголиков. Должность официально у меня консультант по химической зависимости. Это индивидуальная работа, групповая терапия. Также родственникам помогаем зависимых. Семья – это система. Да, так как у меня был пример проблем с алкоголем, ссоры и так далее. Конечно, это все наложило отпечаток на всю мою жизнь. Но виноватых нет. Двор. Это такие теплые, ностальгические воспоминания. Игры совместные, футбол, казаки-разбойники. Россия, сильный дух, хоккей, автомат Калашникова. Великая страна. Да. О том и речь, что общение у него море, просто море, понимаете? Он с любым, с каждым может познакомиться, а через 10 минут это его лучший друг. Вот было так. Сейчас, может быть, как-то поразборчивее, что ли. Закончил 9 класс, почему-то нас собрали, и нам объявили, что политика, что называется, партии народа такая, что после 9 класса желательно куда-то, если у тебя тройки есть, желательно куда-то уходить из школы, там, не знаю, училище, там, техникум, куда угодно, но из школы уходить. Я, конечно, возмутилась, но все-таки мы ушли, он ушел. И ребята, которые заканчивали его, шли работать,
непростыми работягами на авиационный завод. Но на тот момент не было ни завода, ни техникума. И вот началось все с этого техникума употребления. Там попались ребята, впереди идущие, что называется. А ему же надо все в жизни потрогать, пощупать, положить на зуб. И он попробовал. Попробовал очень жестко. Я заметила сразу. Я не знаю как, но заметила сразу. Могу сказать, я свой первый укол, я помню, как будто это вчера было. Ну, во-первых, я тогда в училище поступил, это был первый курс училища. Одногруппники уже кто-то нюхал, тоже начал колоться. Ну, употребляли, уже были с этим знакомы, а я еще не был. Они мне предложили, была стипендия, мы скинулись бабками и поехали. Там 2 или 3 раза я понюхал, потому что уколов я вообще боялся с детства. Взяли мы наркотика, а его было мало. На всех. Сказали, тут вариант только колоться. Я сказал, окей. Было страшно. Я колоться начал в 15 лет. 15 лет, это когда ни психика не сформирована, ни какие-то там... По идее, надо было думать, куда учиться, определяться с профессией, как-то там взрослеть, становиться потихонечку автономным. А я в 15 лет уже начал... Развитие мое остановилось-то, по сути, как личности. Цели были, но это все четко могу сказать, что это одни иллюзии были. Вот там случится это, я стану там богатым, знаменитым, бла-бла-бла. Но для этого пальца палец не ударил. За все годы учебы в техникуме, не помню, 3 года, они делали один и тот же молоток. У вас он непослушный. Я говорю, слушайте, я не хочу сказать, что я непослушная, но я бы этот молоток давно в окно выкинула. 3-й год делать один и тот же молоток. Кому это интересно? Мама в обморок упала. Это запомнилось по сей день. И сам был в ужасе от этого. Как отреагировали. Они уже на тот момент были разведены. Там папа что-то пытался вразумить. И мама тоже. Начали контролировать меня, взгляд, поведение и так далее. Куда ходить, куда не ходить, там деньги, вот это все. Да, у меня будет телефон уже? Через дня 2. Что, нельзя на завтра? Не, Лех, они варил подольше доставлять будут. Там же типа Москва, у них московские склады, и варил там, пока они довезут его. Шикарно, шикарно. Но у меня день рождения только в ноябре. Ой, надо ставить, нет? Это Я считаю, что на день рождения я освобожден от подарка. от ответственности. Деловой. Кто-то там хотел праздновать. Я хочу дом снять. Хочу снять дом. И чтобы там караоке было. Санек? Слушай, надо эти грустью можно солить. Да. Сколько по времени-то, Лех? Солятся они. На следующей неделе, если мы заберем банки, на следующей неделе мы уже дадим. И Но есть их нельзя еще пока. Почему? Потому что это Грузия. Но есть их можно будет через месяц. То есть месяц солиться, да? Я отдам уже, все, надо в холодильник поставить. Через месяц как раз уже похолодает. С картошечкой. Вообще не шик. С укропчиком, с чесночком. Да, можно сделать. Я вообще до определенного периода я занимался восточными единоборствами, здоровый образ жизни. И мои тренера пророчили то, что если все пойдет дальше так, то меня ждет там карьера хорошая. Но клуб закрылся, и больше я в дзюдо не попал. И Алеша, конечно, он познакомился с девчонкой из параллельного класса. Стали встречаться. В итоге стали вместе жить. Родилась девочка, родился ребенок. Только недавно он сказал, что, оказывается, еще до знакомства она тоже что-то употребляла. Я думала, она была совершенно к этому не причастна. Я очень переживала, безумно переживала. Я не знаю, понимаете, когда я с ним разговаривала, ему говорила, ему было очень, очень стыдно. Ему было очень стыдно. Я даже ему говорила такие слова, что говорю, у меня такое впечатление, что
Ты от стыда, когда помрешь. Почему так получилось? Во-первых, семья была, отношения неконструктивные, неправильные. И мы развелись. Но пришлось жить в одной коммунальной квартире. Не разъедешься, и денег купить не было. Отца практически не было. Строгости придет, наорет. Вот вся строгость. Неправильная семья. Дети были предоставлены сами себе. Я работала. Бывало, что работала и на 2 работах. Отца практически не было. Когда развелись, его вообще не было. Он считал, раз развелись, я виновата, пусть я буду наказана. Слышь, Лёх, ну что, заварим? Глянь, понюхай-ка. Да, ханпао. Для ханпао. Слушай, нормальный чайничек такой вот этот. Для пролива, да? Да, дядь Коль подарил. На одну заварочку там еще оставь. Да тут еще знаешь, что насколько... Папа сказал на 2 заварки. Ну, Папа не ошибается. Сейчас тут нормально будет тема. А вода закипела? Ну да, сейчас Да. еще печешь, она прям была прям... Ух, Кипяток? конечно. Зачем? Где хунь-пуну надо раскрываться. Биг. Я была на их концерте в 2020 году, и они выкатили на сцену огромный бриллиантовый. Мне очень понравилось на эту песню. Стреловки. В смысле, у них сейчас клуб 21-22, я не знаю, я пойду. Я хоть в Брянск еду на их концерт, но я буду. Аромат, да, Лёх? Да, по-моему, даже это. Много? Оп. Ну, нас же предупреждали, что не дай бог, там, попробуйте наркотики. Уколитесь 1 раз, станете наркоманом на всю жизнь. Я ходил, потом говорил, да я укололся, уже не 1 раз кололся. Но наркоманом-то я не стал. Вот это была моя ошибка. Это на самом деле то, что мне говорили, это так и есть. По крайней мере, я не знаю, я же не могу сказать за каждого, да, наверное, у каждого свой опыт. Но, по крайней мере, в тот день мы приехали, у меня практика в этот день была. И у нас было такое наказание, если опаздываешь, уже снег выпал, идешь кидать снег. И в этот день гребли снега, ты понимал, я лопатой закидал 130-й ЗИЛ полный снега в одиночку, несколько тонн. И я чувствовал, что я супермен. Героин, в переводе с английского, heroin, герой во мне. В тот день во мне был просто герой. Ну, наркотик поначалу, он дает все, а потом забирает, в том числе и у большинства забрал жизни. Конечно, антигерой. Глядя на то, как батя бухает, я себе говорил, что я никогда не буду бухать, как он. Но и в моей жизни это случилось. И даже похлеще, да, там, если уж наркотики брать. Я им 12 лет своей жизни посвятил. На тот момент я уже, грубо говоря, еле доучился. Это был 98-й год. Но это прикол, конечно. Слесарь-сборщик летательных аппаратов. Я доучился, но летательных аппаратов-то я не видел. Вот этот чай Дахунпао, в переводе на русский большой красный халат. История такова этого чая. В Китае императорам нельзя приближаться, дотрагиваться, и приближаться на сколько-то метров. Вот китайский император там несколько тысяч лет назад был где-то в путешествии и очень устал, и вот ему там какой-то крестьянин заварил этого чая. И он в знак благодарности снял с себя халат этот свой императорский и повесил его на кусты. И ушел дальше. Вот эти кусты сейчас, они считаются родовые. То есть от этих кустов выращивают весь остальной этот чай. Его охраняет китайский спецназ круглый год. Путин, когда ездил к Си Цзиньпину, 1 грамм этого чая, по-моему, $1000 стоит. Он ему подарил килограмм или 2, что ли, этого чая. Такая вот история интересная. Прикинь, как у них там чай, это прям целая философия, я не знаю, часть жизни. У них есть из зеленого пуэра какая-то статуя в императорском дворце стоит. Она весит что-то по 300 килограмм, и ей уже 300 лет. Этой бабе. Там какая-то, я фотку видел, что когда видел. Таким. И это все на государственном уровне охраняется. Призывной возраст, я уже понял, что
у меня есть проблемы с наркотиками. Решил уйти в армейку. Это был нонсенс на тот момент, потому что это была Вторая Чеченская война. Все косили, кто как мог. Носили там родители чемоданами деньги, только в армию не попасть. Ребята гибли, молодые, их там кидали, как пушечное мясо. Каждый, кто попадал в армию, мог автоматически уехать в Чечню. Ну, как обычно у нас это бывает. Когда я пришел, говорю, хочу в армию, там аж комиссары военные из других кабинетов повылазили смотреть на придурка, который в армии хочет. Не прошел нарколога. Она сказала, ты служить не будешь, потому что тебе там должны доверить оружие. Тебе его доверить нельзя. А огурчики ваши или покупали? Дача у меня все, вот она, дача, видите, и перец, и тыква, вот она, и щавель. Он рос, он на Папа, своей держи травке. кукурузу. Это просто немножко есть излишки себе готовим. Ну и думаем, что вам продадим. Ой, кукуруза-то дубовая. Где-то у меня тут нож был. Щавель? Вот он. Это щавель. Не знаю, бери. Банка. Щавель в банках. Давай в Ага. банке один Возьми. возьмем. Давайте у Один, меня возьмите, да? я называюсь. Ну, Да давай. А сколько у вас щавель стоит? 150. А нам хватит? Там 500 рублей. Нет, Да. банку одну на топку сварить хватит. Да, щавель сварим. Да. Хорошо, давайте у вас возьмем щавель. Мне холодно. Сань, закрывай уже. Яичницу ты будешь, Наташа. Есть? На чем пиццу все поели? Так я пиццу тоже поела. Ладно, ты делай. Берем пучок укропа. Много, да? Зато она не пригорит. Адыгейской соли. Ну, ее так вообще называют вкусной солью. Но вообще это адыгейская. Все, 5 минут и будет готово. Я думал, что это какое-то будет прощение для меня уйти в армию. Ну все, а дальше что? Ну, вроде как взрослая жизнь, надо было как-то определяться там с работой. Но я уже все, я употреблял, я как бы и употреблял, и пытался еще как-то развиваться. 7 сервисов сменил за 4,5 года, везде либо меня полили на наркотиках, либо на воровстве. Либо мне надо было просто, там, в одной конторе меня еще не спалили, но я понимал, что вот-вот это случится, и надо увольняться. Каждый раз там что-то находил оправдание. Потом, когда первые проблемы появились, ну, каждый раз себе придумаешь, ну, это там, я захочу и брошу в любой момент. Просто я не хочу бросать. Смотрел на других, ну, я еще не такой там конченый, как этот Вася, который в пах холится, или который там 8 раз в тюрьме сидел. Ну, еще все не так плохо. Первые месяцы чистоты, когда начинаешь понимать и чувствовать то, что не мог прочувствовать там, ну, за все свои поступки, да, ну, как балансировал там на грани жизни и смерти между волей и сроком очередным. Ну, просто как поступал по отношению к себе, по отношению к окружающим людям. Самый тяжелый был вот этот вот период. Просто осознать и прочувствовать все то, что было сделано мною. Ладно, берите это, попробуйте. Пап, держи огурец пробовать. Иван, Держи. А я в них не понимаю. Ой, поймете, когда попробуете. Кстати, да, остренькая. Как у бабушки. Да. Поэтому это бабушкинский. Он Так. простой посольный стоит. Сколько штук? Один огурец 10 рублей стоит. 10 рублей? И только есть. Так, 50.
Спасибо, всего доброго. До свидания, спасибо. Пап, ты кукурузу взял? Вот оно на руке висит. И я дошла до того, что поговорила с ним и сказала: Лёш, давай уже к одному концу. Ужас. Вот такие слова говорила. Я говорю, не ты же не живешь, ни я, ни Антон. Потихонечку отваливались люди, не связанные с наркотиками, и прибавлялись люди, связанные с наркотиками. Зарабатывал, у меня машина была там, иногда что-то там отвезешь, таксовал там, работал в автосервисе. После отсидки уже я понял, что из меня сотрудник очень плохой, и там же, в основном криминал. Меня посадили. Меня поймали, судили. И в связи с тем, что это была первая судимость и там положительные характеристики, мне дали условно, год, по-моему. Вот, и я этот срок условно, я ходил, отмечался там, как ставят инспекции специально контролирующие, таких как я. Я просто приходил, отмечался. Но этот срок я не догулял и попался еще. Там пошли мне каким-то чудным образом навстречу. До суда я ходил под подпиской о невыезде. На суде меня на финальном закрыли. Дали немного, так сказать, но тем не менее дали. Страшно было, я думал просто, что, как-то переживал, что дочь там в таком возрасте маленьком. Но были чувства, я помню, когда я вернулся. Она меня испугалась. И стало очень больно. Прям аж все в душе съежилось. Не думал, что в моей жизни может быть такое, что мой собственный ребенок пугается меня. Он мог сказать, что да, всякое было. И воровали. И я ему сказала: Лёш, есть центр, я бы хотела, чтобы ты определился и стал лечиться. Ничем другим помочь больше не могу. Лежал в наркологии, пришли доктора. Они сказали, вот так пришли анализы. Брали дважды, чтобы исключить погрешность. Оба раза подтверждено. Все на тот момент жизнь, для меня она закончилась. Для многих это трагедия, травма, психолог. Большинству вообще необходим, когда узнают о диагнозе. Зачастую это травматичнее даже не для самого ВИЧ-инфицированного, а для родственника. По-своему, по-наркомански верил. Есть наркотики, значит есть Бог. Нет наркотиков, нет Бога. Я выписался, когда из наркологии домой. Мне выделили отдельную посуду. Я охренел вообще. Так больно было. Несколько дней бухал, пил, пока у меня отключиться. Дома не жил. Пил, потом подумал, что надо сделать золотой укол. Кололся. Меня вырубило, но я не умер. Просто продолжил употреблять. Понимаешь, то, что было в моей жизни, тут хочешь не хочешь, в Бога поверишь. Обстоятельства сложились в жизни уже так, что грозил очередной срок. Понимание того, что уже наркотик, и не наркотик, а просто какое-то средство существования. Уже кайфа-то нет. И по здоровью, и в отношениях. Причем такое было четкое понимание. Мне почти 27 лет было. Я понимал, что дальше с такой дозой, с таким образом жизни до 30 я просто не доживу. В какой-то момент я умру так же, как умерли мои все, с кем я начинал в 90-х. В реабилитацию попал в 2007 году. Месяц не было сна вообще. То, что я никогда в своей жизни, у меня не было такого, то, что происходит в реабилитации. Естественно, это все злило, бесило. Делаешь непривычные. Говорить о себе, говорить о своих чувствах. Много писанины, писать задания, писать дневник чувств. Первый месяц, если взять, из 30 дней, 26 дней я собирался ежедневно домой. Домой. Побег был запланирован, и он не осуществился, и это был переломный момент. В этот день ресурс мой закончился, находиться в этом отчаянии. Все, я, во-первых, принял для себя решение, что я попробую, несмотря ни на что. У других получилось и получится у меня. Почти 4 года было, чистоты. Начали чесаться глаза, какая-то муть в глазах появилась. В общем, в итоге очень долго они там каких-то исследований проводили, а зрение все тухло и тухло. В итоге в спеццентре я сдал анализы, сказали, что это там какой-то цитомегаловирус, его надо срочно лечить, скорее всего, что зрение потеряется. Как они сказали, так и случилось. Если бы Бог вернул тебе на мгновение возможность видеть, что бы ты больше всего хотел увидеть? Как сын выглядит? А ты никогда не видел? Нет. Просто потому, что он мой сын, он мой ребенок, и я его люблю.
до потери пульса. Что бы ни было, это его были ошибки, мои ошибки. У каждого своя судьба. Тут достаточно, я просто объяснил бы. ВИЧ – это заболевание, да, и, ну, например, и ОРЗ, да, например, это тоже заболевание. Но ОРЗ может сказать любой, а о ВИЧе никто не может сказать. Но это как-то считается постыдным там, и так далее. Наше общество, оно, к сожалению, не готово. Даже те люди, которые в первую очередь должны быть в этом отношении спокойны, так сказать, информированы и общаться, это медики. Меня несколько ситуаций в моей жизни просто в шок повергли, насколько их отношение такое же, как, в принципе, у большинства. На мой взгляд, российскому правительству должно быть как-то важно это социальная часть населения, да, которая с этим столкнулась. По крайней мере, та информация, которую обладает человечество, наверное, достаточно для того, чтобы общество по-другому к этому относилось. С чем это связано? Просто неинформированность населения о том, что это такое, насколько это там опасно или там безопасно. Я знаю, там вот в Америке, в Европе некоторые звезды говорят об этом в открытую, и общество принимает их такими. Между нами памяти туман, ты как во сне. Ты как во сне. Наверно, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Но в этот час, когда крыло над ним, сближаем мы грядущие с былым, когда внизу плывет земля, как будто детство ты. Первый капитал, сколько заводил, за свои ошибки сам всегда платил. Я завалил, а граффити на стенах баллоны воровал. Ловил, где хотел, всегда
политиков еще не видел я за свои годы. Мне в итоге средние развратные ноты. Это видно ясно. Без арифметики, мой высший. Я не верю в политику. Как снизу ясно небе я лечу. На голубой планете я